Скажу честно, народ, этот ролик я делаю не для вас. Соряныч. Дело в том, что обычно я смотрю, что будет интересно моим зрителям и что будет интересно мне. Я это вместе сочетаю и делаю. Но, когда я у себя в сообществе запостил пост типа «Они не затестить ли мне устрицы с черной икрой?» Мне сказали: друже, просто иди на... Просто иди на... со своими устрицами и со своей черной икрой. Возьми эти устрицы и короче, неважно. Но я видел видосики на ютубе, где люди подавали устриц со сметаной и черной икрой. Вот такое вот сочетание. И мне капец как интересно. Мне. Я понимаю, что этот ролик может не собрать вообще никаких просмотров. И вам пофиг абсолютно на это. И никто не любит устрицы, и никто не любит черную икру. И она пипец какая дорогая. Но мне лично интересно, вот это вот сочетание, оно стоит того. Оно реально такое божественное. Погнали. Вполне возможно, ты сейчас сидишь дома. Вполне возможно, тебе вообще нечего делать. И ты думаешь, чем заняться? Есть отличная идея — заказать себе стильный шмот на сайте всемайки.ру. Причем не только шмот. Там даже кружки есть. Помимо 150 тысяч уже готовых принтов для разных футболочек, курточек, кружек, кепок, рюкзаков, всего чего угодно, у них еще есть специальный конструктор, где ты можешь создать, что хочешь. Есть даже чехлы на телефон и штаны. И, между прочим, размеры до 7XL. Для тех, кто реально много и очень вкусно кушает. Ну и в свете последних событий есть вот такие тряпичные масочки с прикольными принтами. Доставка в любую точку мира. А по промокоду Обломов41 скидочка 15%. Ссылка в описании. У меня есть вот такие вот чудесные живые устрички. Все они закрытые. Вот такие шикарные. Посмотрите на них. На них еще какие-то другие ракушечки обитают. Они все закрытые, само собой. Живая устрица должна быть плотно закрыта. Хрен расчекрыжишь. Самое тяжелое, конечно, не поедать устриц, а их открывать. Для этого нам понадобится, особенно если вы новичок, специальный нож, которого у меня нет. Почему? Потому что он стоит 3000 рублей. Поэтому я возьму обычный нож. Одно правило, он не должен быть острым. Почему? Острым ножом чекрыжа вы будете раскалывать мрамор, и этот мрамор потом попадет в вашу устрицу. Нет ничего хуже, чем жрать нежную, сочную морскую устрицу с кусками мрамора, поэтому нож должен быть тупой. Как все это дело открывается? Я нуб, поэтому возьму строительные перчатки. У устрицы есть вот такое вот округлое днище и плоская часть. Наша задача — найти вот с этой стороны какое-то место, куда мы можем забуриться ножом. Вот туда мы зачекрыжимся. Так, что-то отвалилось. И продолжаем. Вроде нашел. И теперь по всей этой штуке, по всей длине можно как-то раскрывать. Отчекрыжили. Проходимся ножом вот так вот по раковине и открываем. Блин, я, конечно, оставил немного мяса, но это ничего. И чтобы устрицу можно было легко слезать, вот так вот подрезаем ее. И говорят, что ее нужно перевернуть для красивой подачи. Ну да, с другой стороны она красивее. Если же специального ножа нет, а обычный нож туда внутрь не пролазит, делаем так. Ставим его примерно под 45 градусов, зажимаем и просто забиваем внутрь. Что позволяет нам устрицу открыть. Опять же, отрезаем там все, что можем. И, как всегда, я не профессионал, что-то остается, но устрица. Устричную воду я вот так солью. Чуть позже объясню, почему. Давайте проверим, живые ли они. Если их полить соком лимона и они двигаются, значит они живые. Откроем одну и польем соком лимона. Посмотрите на каемку.
Она съеживается. Значит, устрица живая. И вот теперь вы поняли, почему эту водичку я сливал. Дело в том, что устрицы, вот когда мы ее счекрыживаем, ее как бы надо перевернуть, да, чтобы она была более сексуальной. Желательно, конечно, это делать ножом и в одно движение, но у меня специального ножа нет. Проблема в том, что все равно какие-то осколки туда попали. То есть, как бы я ни старался, она все равно будет с небольшим количеством... Так, вот я ногу отчекрыжил, с небольшим количеством осколков раковины. Поэтому единственный вариант эти устрицы от осколков раковины промыть. Я зубами хрустеть не хочу. А чтобы не терять вот эту вот жидкость... Смотрите, сколько ее, надо, кстати, отсюда слить. Мы ее слили заранее. Видите вот эту ногу? Мы ее так... Оп. Юбочку подскребли. И для подачи оно как бы переворачивается. Видите, какая красота. Но сначала просто под микропроточной водой, не теряя вкуса, промоем. Абсолютно чистая ледяная вода. Чистая раковина. Чистая устрица возвращается назад. Одну устричку я попробую с сочетанием соевого соуса и васаби. Вот так. Вторую устричку я попробую с сочетанием тоненького лучка и хорошего оливкового масла. То, ради чего мы все собрались, одну устричку я попробую с черной икрой. Одну устричку я попробую с табаско для остроты.
Ну и, конечно же, какие устрицы без ледяного шампанского, чтобы запивать этот деликатес. Что ж, давайте все это попробуем. Я еще раз повторюсь, я обожаю комменты про то, что я зажрался. Вы знаете, на каждый коммент, что я зажрался, я поставлю лайк от канала. Поэтому пишите комменты, что я зажрался. Но на самом деле я, повторюсь, я небольшой фанат устриц и черной икры. Когда я пару раз или тройку раз ел устрицы в ресторанах, я всегда хрустел мрамором. То есть как-то их вот так разделывают, ну невозможно. Вот эту вот юбочку взломать так, чтобы она не покоцалась и не попала внутрь, а это мрамор, просто невозможно. И ты каждый раз просто хрустишь, и это типа портит весь кайф. Я для себя вот сейчас сделал полностью по-другому. Я слил эту мега морскую водичку устричную, потом промыл вот раковинку, промыл все дела, вернул это все назад, то есть сейчас хрустеть будет нечем. Давайте сначала начнем с обычной, устрицы, я даже забыл ее снять, а нет, не забыл, обычной устрицы без ничего. Устрица вкусно, забавно, пожевал, хрустяще. Да, кстати, открываю секрет, если вы вот так проглатываете устрицу на банкете и такие давитесь, такие, я ее проглотил, окей? Лучше просто не пробуйте устрицы. Это типа не ваша тема. Возможно, вам стоит начать с запеченных устриц. Есть рокфеллеровские устрицы. Если будет много лайков, я сделаю рецепт. Это устрицы конкретно, которые запеченные. Они офигенные. Вот после них, возможно, можно переходить к сырым. Так, ваше здоровье, здоровье подписчиков. Шампусик прохладненький. Так, кстати, многие подписчики могут мне предъявить, что я брал икру черную не серебряной ложечкой. От обычной ложечки икра может окисляться. Нет. Это серебряная ложечка, и на ней есть проба. Следующая достаточно скучная устрица. Вот она. Это устрица с оливковым маслом. Вот. Это хорошее экстра-virgin масло, которое я попробую. Очень интересно. И если вам устрицы изначально вот не нравятся, то возможно добавить пару капель масла экстравержена помогает, потому что оно не перебивает вкус устрицы, но при этом скрашивает вот эту супер морскую сопливость. Здоровья подписчиков. Вполне возможно, по такому же принципу работает и табаско. То есть это просто устрица с морской водичкой, и она должна быть островатой. Пробуем. Фигня. Табаско обладает достаточно собственным мощным вкусом, остротой. Острота прикольная, но он обладает ароматом и устрицу достаточно сильно забивает. Мне кажется, к устрицам острота, по крайней мере, вот такая вот перечная острота не идет. Дальше. Соевый соус и васаби. Пробуем. Еще хуже. Ощущение, как будто я съел мидию. То есть васаби с соевым соусом, чуть-чуть макнуть суши с лососем, еще что-то катит. Для устрицы нет. Вкуса устрицы я не почувствовал вообще. Просто соевый васаби и там что-то на фоне проскочило. Все. Ладно. Конечно же, классика жанра — это устрица с лимонным соком, то есть просто с кислинкой. Давайте попробуем. Пожалуй, идеальное сочетание. То есть, ну, мы еще не попробовали черную икру со сметаной, но это устричный вкус с небольшой кислинкой, которая скрашивает вот эту устричную сырость. Но в принципе, вот, наверное, да, именно вот поэтому, здоровье подписчиков, именно поэтому к устрицам подают просто их на льду подают или на соли, чтобы они не переворачивались. Немного лимона и все. Наверное, поэтому. Это вкус устрицы с небольшой лимонной кислинкой. Божественно. На мой взгляд, даже лучше, чем просто устрица сырая. Как же тяжело делать подобный контент, Саша, ты не представляешь. Черная икра. Устрица с черной икрой. Пробуем. Очень любопытно. Сочетание вкусное. Смягчается вкус черной икры. Но сама устрица, она скользкая. Поэтому
раздавить икринки, прожевать, как если бы они были на кусочке черного тостового хлеба, невозможно. Поэтому большинство черной икры, баночка которой стоит около 2000 рублей, 2500 рублей за 30 грамм, или там за 50 грамм что-то там 4000 рублей, то есть это очень дорого. 80% этой икры, оно просто проскальзывает, извиняюсь, в пищевод. Потому что устрица скользкая, ты пытаешься ее жевать, икра убегает от тебя и просто проваливает. Но сочетание интересное. Ну и наконец-то основное, то, ради чего мы здесь сегодня собрались. Сметана с черной икрой с устрицей. Пробуем. Я скажу вам так. Здоровье подписчиков. Если вы очень богатый человек, я объясню почему. Потому что после сметаны с черной икрой, а это офигенное сочетание, то есть черная икра со сметаной на любом крекере, это просто это божественно. Конечно, не стоит тех денег, но божественно. А сметана с красной икрой, кстати, вот сметана с красной икрой вот стоит всех денег, с черной не стоит. И после этого остается устричное послевкусие. Но оно настолько тонкое и еле уловимое, что, пожалуй... Ладно, народ, я знаю, вы все говорите, что я зажрался, но скажу вам честно. У меня есть деньги, но их не настолько много, чтобы, сука, вот так жрать. Контент снимать, да, но вот, сука, нет. Потому что нужно купить устриц, да. Вот я бы это все сожрал, да. Сюда бы ушло икры на 4000 рублей, устриц на 2000 рублей. Там всякой сметаны, траля-ля, короче, 6000 рублей за завтрак. Пошло, но вот мое мнение. Но, если бы мне было насрать на такие суммы денег, понимаете, есть люди там всякие сильные мира сего, которые летают на частных самолетах, у которых свои яхты. Наверное, я бы на завтрак пару-тройку вот таких вот слизывал с раковины, грубо говоря. Но, по большему счету, это того не стоит. Вот честно признаюсь, без вот это... вы знаете, что я часто очень говорю на камеру и пытаюсь там, чтобы у подписчиков побомбило. У меня побомбило там от того, что бомбит подписчиков, типа зажрался, отписка, вся херня, это не стоит того. Вот без этого всего, я вам говорю, это не стоит того. То есть это вкусно, это особенный вкус, но обычный лосось, слабосоленый или, не знаю, чуть-чуть с дымком, он прям по вкусу профитнее, чем это в 1000 раз по цене. То есть он настолько же вкусен, просто другой вкус. Настолько же классный. Но он дешевле во сколько? В 100 раз или типа того. На эти 6000 рублей я целую неделю могу есть там сашими всякие и... Не знаю, народ, очень вкусно, очень зашибись. И я очень рад, что я первый раз в жизни попробовал устрицы без пережевывания мрамора. Сочетание лучшее для устриц — это просто немножко лимона. Либо пара капель оливкового масла. Табаско не надо, васаби не надо, соевый соус не надо, ничего не надо. Пару капель лимона, и ты поймешь, нравятся тебе устрицы или нет. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх, а также пишет комментарии, что я зажрался. Кушайте много, кушайте вкусно, такой херней не майтесь, это не стоит того, лучше засолите лосося. Всем пока.